Ну что, ребята, всем привет! Наконец-то я записываю влог, который уже давно обещала записать у себя в Телеграме. Это влог о моем питании и о моих тренировках. На самом деле, начать заново следить, так сказать, за собой меня сподвигло то, что, наверное, где-то неделю назад, в течение недели мне было не очень хорошо, то есть мои, так сказать, внутренние органы, живот, поджелудочная и так далее, я чувствовала себя не очень хорошо. Я поняла, что это все зависит, конечно, во-первых, от какого-то стресса возможного, также от неправильного питания, а также от отсутствия физических нагрузок. И я поняла, что мне срочно нужно вернуть все это в свою жизнь. Ну, кроме стресса. Стресс, наоборот, убрать, спорт и питание как-то восстановить. И я начала, правда, тренироваться и начала более-менее следить за питанием, но в этот раз передо мной не стоит задача, что я хочу сбросить какой-то там вес, там 5 килограмм или еще сколько-то там за 2 месяца. Такого нету. Моей задачей в плане питания сейчас стоит вообще нормализовать его, начать питаться лучше и полезнее. И чтобы это было не только какой-то промежуток времени, а чтобы это было, так сказать, постоянно стараться эту планку держать, то есть выработать в себе привычку питаться хорошо. Также, что касается спорта. Я человек, который не самый большой любитель тренировок и так далее, поэтому я для себя выбрала тренировки дома. Почему я выбрала для себя домашние тренировки? На самом деле, к большому моему сожалению, я не человек, которого мотивируют такие вещи, как «Ой, сейчас я приду в спортзал, там все занимаются, мне захочется тоже», либо меня не мотивирует даже то, что, например, я заплачу деньги за этот спортзал, к сожалению. Поэтому для себя я выбрала домашние тренировки, которыми уже начала заниматься, и расскажу вам сегодня, на каком же сайте я это делаю, и также вообще расскажу про этот сайт немножко. Друзья, привет! Меня зовут Ольга, и эти 10 тренировок мы проведем с вами вместе. Мы разработали для вас сегодняшнюю программу, которая позволит вам это делать для того, чтобы поднять наш пульс, для того, чтобы сердце наше уже было готово. Вы можете разговаривать со мной во время занятия. Если вы почувствуете, что вы очень сильно сбили свой пульс, я вас прошу перейти на шаг. Следующее наше упражнение мы добавляем такой открытый шаг на полусогнутых ногах в предстоящей работе. Останавливаемся, прогибаемся в лопатках и вдох. Смотрите, тем эффективнее оно будет. Еще медленно. И давайте еще 2 раза. Вниз, подъем. Надавите на пятки вниз, плечи опустили. И работаем медленно вниз. Стараемся коснуться груди пола. На выдохе подъем. Тут же я говорю, что для тех, кто никогда этого не делал, даже в таком варианте будет сложно выполнить. Поэтому вы можете свои ладони поставить, например, на диван. Включаем мышцы живота, макушкой тянитесь вперед. Если вы будете выполнять упражнение вот в такой амплитуде, то оно будет бесполезным. Затылком толкаем себя в ладони, плечи опустите. И мы делаем в спокойном темпе. И еще выдох и вдох. Ну что, ребята, я только что выполнила свою тренировку. Честно говоря, начинать заново все это очень сложно, но вы у меня очень часто спрашиваете, как я справляюсь со стрессом и всем остальным, и
Я вам в начале видео рассказывала, что на мое такое физическое состояние, да и моральное тоже очень повлиял стресс, также неправильное питание, отсутствие тренировок. Именно поэтому я решила опять, так сказать, взяться за себя. Поэтому для себя я выбрала вид домашних тренировок на сайте FitStars с лучшими тренерами, которые только могут быть. Я знаю, что многие сейчас начали тренироваться благодаря именно этому сайту, и я решила попробовать тоже. Вчера я сделала программу тренировок на ягодицы, и, честно говоря, это было для меня достаточно сложно, потому что физическая нагрузка у меня отсутствовала достаточно долгое время. Поэтому я надеюсь, что вы начнете тренироваться вместе со мной. На этот год я поставила себе такие две главные задачи. Первое – это ввести себе привычку тренироваться дома и поддерживать такой спортивный образ жизни, потому что это очень важно. А также я поставила себе задачей начать и опять же ввести себе в привычку правильное питание. С этим сайтом вам нужно всего от 7 до 30 минут в день для одной тренировки. Также на FitStars около 1200 тренировок по разным направлениям, а также около 80 программ. Это и похудение, и растяжка, и зумба, и пилатес, и вообще очень-очень-очень много всего. Также не нужно никакой особенной подготовки, так как можно начать даже новичкам. Я думаю, что я тоже увижу свой первый результат уже через несколько недель, и чему буду очень-очень рада, потому что программ здесь очень-очень много. Как вы видите, и зарядка, и уходить целлюлит, и даже убойное кардио есть. Это прям, чтобы точно все ушло. Пилатес, как вы знаете, пилатесом я занималась в Корее. Правда, ходила на занятия на таком специальном оборудовании. Здесь же пилатес со своим телом, со своим весом. Также, что мне очень-очень нравится, это то, что на сайте есть раздел с рецептами. В этих рецептах также присутствует расчет калорий, вообще присутствует целый курс питания. А как мы уже поняли, правильное питание не менее важнее, чем сами тренировки. Также я сейчас оформила безлимитную подписку, вам тоже советую ее, потому что безлимитная подписка означает то, что вы можете пользоваться этим хоть до конца жизни, неважно сколько часов в день, неважно вообще ничего, это ваше навсегда. Я могу это включить в любой момент и вообще когда угодно. Сейчас я решила начать программу «Начинаем худеть», потому что все-таки это такой начальный уровень. Я поняла, что мне лучше начать с него, подготовить свое тело уже к основным нагрузкам и потом уже перейти на такие уже серьезные тренировки по похудению, а также на ягодицы. Возможно, еще на какую-то, вот верхнюю часть тела, на руки тренировки мне бы очень хотелось поделать с весом, что-нибудь такое потягать. Было бы, мне кажется, очень хорошо. Также, что очень классно, у них появились тренировки для детей. То есть школа супергероев для детей от 3 до 8 лет, а также детские олимпийские игры называются программы. Мне кажется, это очень хороший способ привить ребенку такой интерес к спортивной жизни и к тренировкам. Честно, мне кажется, что такой вид тренировки для ребенка будет очень-очень-очень полезным. Тут представлены занятия в таком немного игривом для детей формате. Мне кажется, вашему ребенку очень понравится, и мне кажется, что это отличное времяпровождение для мамы, для папы, для ребенка, для семьи в целом. Будет очень круто, например, взять какие-нибудь пледы, либо коврики для йоги те же самые, пойти на какой-нибудь пикник и, к примеру, сделать такую зарядку с ребенком на открытом воздухе. Мне кажется, это очень круто, тем более, что начинается лето, настоящая такая классная погода, поэтому будет супер. Также только неделю по промокоду Кореянка Даша на английском будет действовать скидка 70% на все программы. Безлимит вы можете приобрести за 3990 рублей. Вы представляете, вся семья сможет заниматься за эту сумму вообще постоянно и навсегда эта программа будет с вами. Я думаю, что сейчас, особенно в Корее для меня, это намного выгоднее, чем абонемент в зал. Поэтому я безлимитную подписку оформила, теперь оформляйте вы и будем вместе тренироваться. Также хочу обратить внимание, что это именно сайт, поэтому вы можете открыть его вообще на любом устройстве. И на телефоне, и на компьютере, и на ноутбуке, и на телевизоре, и на планшете, и вообще
как вам удобно, и это может быть всегда рядом с вами. Поэтому обязательно оформляйте подписку, мой промокод вы видите на экране, обязательно обратите внимание, как правильно его вводить. Давайте начинать тренироваться вместе. По моему промокоду Кореянка Даша вы можете получить скидку 70%. Ссылка на скидку, а также сам промокод находится под этим видео. Ну что, тренировку я закончила. На самом деле, мне кажется, легенькие какие-нибудь можно делать даже 2 раза в день, и будет вообще супер, например, как разминку, либо наоборот перед сном, чтобы хорошо спать. О тренировках на сайте FitStars я вам рассказала, теперь буду заниматься по ним каждый день, и теперь мне осталось вам рассказать только о еде. Собственно, на своем телеграм-канале я уже рассказывала о том, что я заказала для своей диеты и вообще как планирую ее вести. Но опять же, не хочу это называть прям диетой, потому что я хочу выработать в себе привычку питаться нормально. И что же мне недавно пришло? Пришли мне вот такие диетические, если их можно так назвать, сосисоны. Они у меня с разными вкусами, с сыром, оригинальные, какие-то мексиканские, а также есть острые, но острые обычно ест Джун. Пицца, кстати, тоже Джун, и не подумайте на меня. В таких сосисках обычно содержится где-то 170-180 калорий на 2 штуки. А, к сожалению, я не знаю, сколько содержится калорий в обычных сосисках. Я никогда этим не интересовалась. Возможно, там даже то же самое количество калорий. Честно говоря, в это не углублялась. Но все равно мне очень нравится. И вообще я сосиски сами по себе не люблю. В России я их ела очень-очень редко. В Корее тем более. И вот только вот эти диетические сосиски мне кажутся вкусными. Потому что они, наверное, куриные, даже не знаю. То есть их я ем спокойно, а вот все остальные для меня даются очень сложно. Так что они мое спасение. Их я могу есть, например, отварив гречку, либо рис, либо с овощами. Например, сегодня утром я запекала овощи под сыром, так сказать, испробовала свою новую духовую печь. Это было очень вкусно. Вчера, кстати, я также запекала овощи, но с куриными ножками. Джун их благополучно все сегодня утром доел, поэтому я сделала себе просто новую порцию одних только овощей. Это, кстати, и был мой завтрак-обед, потому что мой первый прием пищи, к сожалению, сегодня был в час дня, хотя это тоже неправильно. Питание должно быть таким, все-таки, как мне кажется, более почасовым, наверное. Вот. Так что это мне тоже нужно вырабатывать в себе, кстати. Также, что могу сказать про питание. Мы сделали заказ на салаты. Недалеко от дома у нас есть место. А ты туда подаешь, так сказать, заявку свою, оплачиваешь, и тебе по понедельникам и четвергам каждой недели утром до 9, по-моему, утра привозят 2 салата. То есть, например, ты их можешь разделить. Один салат там на утро понедельника, другой на вторник. Потом, получается, или в среду их привозят, получается, среда-четверг. Ну, в общем, в неделю получается 4 салата, за которыми тебе не нужно идти или что-либо еще делать. Они тебе приезжают сами, и ты ими довольствуешься. Я очень надеюсь, что они окажутся вкусными, потому что, честно говоря, мои любимые салаты в Корее, и они от бренда Celadee, в который, наверное, мы с вами сейчас пойдем. Он находится не очень близко к дому, поэтому заодно я еще и прогуляюсь, да, шаги себе нахожу и, собственно, съем вкусный салат. И я очень надеюсь, что эти салаты, которые будут приходить ко мне с начала июля, будут тоже вкусными и будут меня радовать. И диета будет даваться мне легче. Вообще, я очень уважаю Корею за то, что она... Безусловно, она делает на этом деньги, что она какие-то такие продукты создает, хотя, возможно, эти продукты не намного менее калорийные. Но все же очень круто, что они упрощают эту жизнь людям, которые стараются сидеть и быть на диетах. Поэтому это супер круто. В Корее очень много всяких напитков, еды. Даже мороженое есть низкокалорийное, вот прям вот очень низкокалорийное. Понятия не имею, как они это делают, но как-то делают. Так что Корее большой-большой респект за это. Также хотела бы с вами чуть позже поговорить о том, правда ли все кореянки худые, а также какие у них есть способы похудения. Если честно, большинство из них мне нравится не очень, поэтому я постараюсь вам о них рассказать и вообще ответить на вопрос, правда ли все кореянки худые, либо это такой стереотип.
Кстати, возможно, кто-то очень удивится тому, что ну неужели ты не можешь нарезать салат самой? Вот тебе нужно его прям где-то заказывать. На самом деле фишка вот в чем. Их две. Первое — это то, что салаты делают очень сбалансированными. То есть туда могут положить либо креветки, либо красную рыбу, орешки, еще что-то, и всего по чуть-чуть. Вы меня извините, но если я буду делать это сама дома, высока вероятность того, что большинство продуктов, так как их нужно использовать по чуть-чуть все-таки, они будут просто портиться. У меня уже был такой опыт, поэтому я решила, что наоборот для нас это иногда экономия денег. А также проблема в том, что, честно, я с юношеского, так сказать, возраста не очень люблю делать салаты. Например, оливье, какие-то такие сложные салаты достаточно, которым нужно много ингредиентов, те без проблем. А вот нарезать помидоры с огурцом и еще что-то для меня почему-то очень сложно. Мне кажется, что это слишком много, так сказать, каких-то процессов для одного вот такого салата. Поэтому для меня намного легче сходить, прогуляться заодно и купить. На улице очень жарко. Безумно, но я все купила. Мне кажется, я ходила минут 40. Вот. Ну что, я уже пришла со своим салатом и со своим завернутым салатом, я его так называю. Салат у меня с кусочками бекона, с перловкой и, собственно, все остальное, что обычно бывает в салате. Мой завернутый салат, так сказать, с листьями салата, красной рыбой, помидоркой и соусом. По-моему, еще в нем есть лук, который я ненавижу, поэтому я его постоянно убираю. Обычно я, конечно же, не ем это за один присест, все. Обычно получается так, что съедаю одну половинку вот этого и салата, сколько мне захочется. Остальная часть у меня остается просто на ужин, либо на обед, в зависимости от того, когда я это ем. Либо я просто ем это вместе с Джуном, и нам вот этого хватает на двоих. Тут у нас креми-чили, называется кремовый чили соус. Его я, конечно, тоже весь не кладу обычно, потому что, как-то слишком, да. Очень мне нравится в этих салатах, что они идут, мне кажется, это перловка. Или, по крайней мере, что-то, не знаю, видно или нет, или, по крайней мере, что-то похожее. Наверное, не сфокусировалась. Это хорошая замена риса, либо гречки. Поэтому мне очень нравятся их салаты, так как получается такой прям обед совсем. Came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her. I don't know where to start. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school, and I've been trying to tell her this lately. She's more father rock in the 80s. I think about her when I sleep, like back when we were 17. Ну что, ребята, теперь я хочу поговорить с вами о заключительной части этого видео, а именно, правда ли, что кореянки не толстеют, правда ли, что они постоянно худые такие, и на каких же диетах они сидят. Начну с того, что в Корее очень многие постоянно сидят на диете, прям вот 365 дней в году. Например, я когда встречаюсь с какими-то кореянками, подругами, они либо говорят, что они на диете, но при этом мы все равно едим что-то вкусное в кафе, либо они говорят, что,
дает типа нужно начать сидеть на диете. И такое есть постоянно. Я думаю, что в Корее сложнее всего поддерживать диету людям, которые работают в офисах, в каких-то таких компаниях, где есть коллектив, потому что в Корее очень развита культура вот этих вот посиделок после работы. И, к сожалению, если ты не начальник, а как бы подчиненный, то в большинстве случаев ты не можешь отказаться пойти куда-либо. А такие застолья означают это много еды, а самое главное много-много алкоголя. И даже если девушка, да и парень сидит на диете, в таких местах, к сожалению, очень редко ты можешь отказаться от этого, и это, как по мне, большая проблема корейской культуры. Также я хочу сказать, что все, что я вам буду рассказывать, это мое субъективное наблюдение и мнение. Оно может разниться с другими людьми, а также с вашим мнением, поэтому я вам рассказываю только свой опыт и что я заметила за это время. Скорее всего, неподмеченных фактов также будет очень много. Но вы мне, если что, помогите и напишите о них в комментариях. Первое, что вообще хочу сказать. Правда ли все в Корее такие худые и стройные? Мой ответ – нет. Единственное различие между нашими странами СНГ и между Кореей – это то, что процент людей с ожирениями в Корее намного ниже, чем в наших странах. Но при этом люди с полнотой тут, конечно же, есть. Сказать, кого преобладают больше, худых или полненьких, тоже не могу, потому что я часто, например, вот если говорить о подростках, встречала полненьких подростков, потому что у нас рядом с домом сейчас очень много школ, и на самом деле полненьких девочек тоже много, но и худых много. То есть сказать вот по процентам я вам не смогу, но все же полные люди тоже есть. Но самое главное, что когда эти подростки вырастают, они сталкиваются с самой большой проблемой корейского общества. Это то, что тебя встречают по одежке, а точнее по твоей внешности. Именно поэтому в Корее так распространены диеты, пластические операции, вся возможная вот эта индустрия красоты здесь так развита. Только потому, что ее будут складывать все впечатление о тебе только по твоей внешности. И, соответственно, очень много девушек, да и парней тоже могут страдать из-за этого, что заставляет их садиться на диеты. Иногда эти диеты нормальные диеты, к которым мы все привыкли, а иногда эти диеты, не очень такие мне по нраву и вкусу, так сказать. Также в Корее еще есть один способ борьбы с лишним весом. Честно говоря, я думала, что из операций в Корее больше всего известны операции именно на лицо, но оказалось, что нет. Я все чаще встречаю девушек, которые сделали себе липосакцию. Оказывается, что таких очень много. В основном липосакцию делают на ноги и, естественно, на живот. Я липосакции никогда не задумывалась, потому что я уже пробовала сидеть на нормальной, понятной, хорошей диете, которая мне помогла, и я увидела, что результат, да, намного сложнее, но все-таки можно добиться своими силами. Так что, да, липосакция тут очень тоже популярна среди людей, потому что не буду говорить только девушек, парней тоже. Но это, наверное, такой один из самых крайних случаев, когда вот ты прям, понимаешь, что вот сама вот точно не хочешь, тебе лень и вообще. Безусловно, есть люди, которые стараются и правда сидят на диетах, посещают спортзалы, а также правильно питаются, по крайней мере стараются. Как я уже сказала, я очень уважаю Корею за то, что она придумала вот это вот питание для людей, которые сидят на диете, чтобы им упростить этот путь к своей цели, потому что создано очень-очень много еды, низкокалорийной, и сосиски, и котлеты, и всякие, даже во фритюре, которые блюда делаются, они как-то вот делают под себя. Очень много такой еды и напитков, которые вам в этом помогают. Поэтому, конечно, есть и такие люди, которые идут маленькими шажками, но уверенными к своей цели. И, наверное, один из моих самых нелюбимых способов похудения в Корее являются таблетки. У всех к таким таблеткам разные отношения. У меня к ним отношение, такое,
ну, такое ровное. Есть не только таблетки, есть также порошки, которые разводятся с водой, и ты их можешь выпить, и каким-то таким волшебным образом твой жир испарится. Скорее всего, испарится не жир, а просто та еда, которая съедена, она, скорее всего, как-то превращается не в жировые отложения, а как-то выходит из твоего тела. Но скажу, почему я не прибегаю к такому способу. Во-первых, мне просто страшно, как какая-то таблетка либо порошок может сделать из меня стройную прекрасную. Это уже наводит на сомнение. При этом я не буду говорить, что все таблетки какие-то ужасные. У меня даже знакомые кореянки. Также, когда им нужно сбросить быстрый вес, они этим пользуются. Но просто если эта таблетка помогает, то мне еще страшнее от этого. Как она так может помочь тебе это сделать? Когда мы с Джуном худели, сидели на нашей общей диете, один раз мы купили эти таблетки. Из этой пачки я выпила одну и поняла, что это не для меня. Мой организм сопротивляется. Я просто не хочу их пить. И, кстати, когда я покупала эти таблетки, конечно же, я ознакомилась с составом. И в составе был только зеленый чай и что-то еще. Но это было совершенно безобидное для тела. И тогда я подумала, а зачем тогда вообще пить эти таблетки, если ты можешь просто пить зеленый чай? В итоге эта пачка с таблетками до сих пор у меня где-то лежит, и мне кажется, что у нее даже уже закончился срок годности. Так я ей и не воспользовалась. Также хочу сказать про, например, генетику. Как по мне, корейцы больше не стройные, худые генетически, а корейцы просто генетически низкие. К примеру, если у европейца короткое тело и длинные ноги, то у корейца по-другому. У корейца короткие ноги и длинное тело. И поэтому девушки, например, очень часто пытаются настолько ухудить себе ноги, чтобы просто казаться выше. Надеюсь, что никакая кореянка либо кореец на меня сейчас не обиделись. Хотя я думаю, что каждый и так знает свою генетику, поэтому обижаться не на что. Наверняка в Корее существует еще очень-очень-очень-очень много диет. Я знаю, что некоторые и голоданием увлекаются, но насчет этого, это вообще, мне кажется, вот голодание, это очень-очень-очень спорный вопрос. И у докторов, и у всех на свете. Я к этому тоже себя не причисляю, к такому виду диеты. Ну и, наверное, советовать это тоже не буду. Но, безусловно, каждый выбирает для себя подходящий его организму. Также насчет корейской еды. Корейцам с детства внушают, что корейская кухня самая полезная и безвредная в мире. И только к своим взрослым годам кореец начинает понимать, что на самом деле это все брехня и неправда. Безусловно, в корейской кухне присутствует очень много овощей, очень много зелени, которые мы с вами раньше вообще никогда не видели и не пробовали. Но при этом корейская кухня, и жирной ее можно назвать на самом деле, и она очень острая, она очень иногда и сладкая, и соленая. Когда к нам приезжала мама Джуна, тогда я впервые осознала, насколько много соли в корейской кухне. Ее очень-очень много. Также иногда в корейские блюда добавляют алкоголь, например, в супы какие-нибудь. Безусловно, у нас это тоже делают, но тут это добавляют вот прям в обычные супы, которые едят почти каждый день. Но, как я уже сказала, к годам корейцы понимают, что на самом деле корейская кухня не самая такая полезная в мире, и, безусловно, начинают менять свои какие-то пищевые привычки. Но, опять же, получается это не у многих, потому что все-таки большинство людей работают на офисных работах, в компаниях, где вот такие вот 회식이, это называется, такие вот пати с работниками твоей компании, они необходимы и есть очень-очень часто. Поэтому, конечно же, самый безопасный способ похудения – это спорт и правильное питание. Но, безусловно, если вы хотите прям сбросить вес, то я считаю, что нужно следить за калорийностью, за калориями, которые вы едите в сутки. К примеру, чтобы мне начать сбрасывать вес, мне нужно есть 1000 и меньше калорий в день. На самом деле это очень-очень мало. Туда буквально ничего не входит, но именно так я сбросила свой вес, когда мы сидели на диете. Начинала я свою диету тогда с 48,5
и скольки-то килограмм, а закончила на 43,5. По-моему, мы сидели на диете 2 месяца. Это, 5 килограммов, грубо говоря, за 2 месяца. Это такой очень большой период для безопасного сброса веса. Кто-то может сказать, что, наверное, сбрасывать было нечего, потому что обычно, если человек действительно полный, то за первые недели диеты у него может уйти очень много быстро килограмм, просто потому что из него выходит лишняя вода и вот весь лишний такой жир, который можно сбросить быстро. У меня такой проблемы большой не было, но мне нужно было привести свою форму в порядок. И поэтому моя диета и сброс моих килограммов шел так достаточно долго, но зато в здоровом таком темпе. Также, скорее всего, я очень много чего не упомянула, потому что я просто не могу запомнить все. Но если вы у меня спросите это в комментарии, и я буду знать на это ответ, я, конечно же, вам отвечу. Также, если вы знаете какие-то еще корейские диеты, о которых не знаю я, пожалуйста, напишите мне в комментариях. А пока я вам рассказала о самых таких, которые на слуху и постоянны. То есть те способы похудения, которыми часто пользуются корейцы, как мне кажется. Так что спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И встретимся в следующем блоге.